решили немного разбавить наши дорогие машины немного более дешевеньким. Да, выглядит неплохо. Ну, что-нибудь, конечно, колхозим, но что именно, я пока не придумал. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop. Пятнашечка 12 года за 80 тысяч рублей. Надеемся, что автомобиль обретет новую жизнь благодаря вам. Будем надеяться. Ману, как просил, не такая ржавая. Тут арочка немножечко. Капот. Специальный герметик. Я так сдержу газету и... В общем, 1015. Для нее дорого. Надо что-то дешевле. Так, тогда мне даете 10 тысяч. Делаем деньги на всем. Так их реально проще продать. Есть легкий вариант заработать денег. Он ее может выкупить на разбор за 40-45 тысяч рублей. Это, конечно, заманчиво. Но я уже на самом деле принял решение. Я думаю, все-таки рисковый путь более правильный. Хочется, чтобы она, ездила на дорогах, да? Хочется, наверное, не чтобы она превратилась в Франкенштейна, да, и по кусочкам куда-то разлетелась по всей России. Наверное, хочется ее сделать, и пусть даже мы заработаем меньше, может быть, чем вот эти 10-15 тысяч, я бы все же сыграл. Поэтому мы, наверное, рискнем, но все-таки ее сделаем. А еще знаешь, почему нам стоит ее отремонтировать и не слить на разборку? А ну? Потому что нам ее отдали для того, чтобы мы ее восстановили, да, а слить на разборку он мог и сам. В Рязани звонили, хотели забрать на запчасти, не отдал. Ну, дороже предлагали. Но она еще поездит, какие запчасти. Он поэтому только отдает. Поэтому он всем сердцем хотел, чтобы машина дальше продолжала колесить просторы России. Килограммовая шпаклевка, один растворитель, два баллончика антигравиля, баллончик краска, баллончик лак, круг наждачный. Все. Купили дверку, но она, конечно, что-то она на фотографиях выглядела получше. Зато она не гнилая, смотри, снизу. Но она не вообще, видно. конечно, убого максимально. И выглядит. смотри, вот тут вот, короче, без карты, без всего. Сторговались, 3500 рублей она стоила, за 3 рубля мы ее забрали. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said Saint Nick, but you got a bit in that bag. Момент истины. Мы сейчас, получается, ее повесим и узнаем, ушла ли стойка и будет ли нормально закрываться дверь, да? Сейчас все покажет. Ну, вроде неплохо. Вот здесь получается достаточно большой зазор. А вот здесь вот его нет вообще настолько, что дверь может цеплять крыло. И вот это, видимо, сейчас придется как-то управлять. Вот так 5 сантиметров отпускаем до конца.
Придется, видимо, вот тут что-то еще выстукивать, потому что тут слишком близко, тут слишком далеко. Пока еще ничего с этим не сделали. Гори, ясно, касса, чтоб не погас, бля. Гори, кастрюля, дамы, курим газ, бля. Он послушал трэпы, и он превратился в гангста. Это что, посыпалось, да? Да. Это сейчас отвалилось или когда стучал? Когда стучал, я тоже заметил. Целый порог? Это час того, где порог уже к полу соединяется. Я хожу по лину, эти тати моя паства. В общем, получается, дверь с этой стороны закрасили. Вот тут не красить будем, потому что будет карта. С внешней стороны не красим, потому что не хватило краски. А теперь рубрика «Ответы на самые залайканные вопросы, комментарии, предложения». Вот, например, пишет Игорек. Когда выйдем на уровень 2 ролика в неделю? Честно, я вообще не представляю, как это делать, потому что нам нужно купить, отремонтировать, продать, потом все это заснять и сделать так, чтобы все это было интересно. И чаще, чем раз в неделю, вообще не получается. Более того, даже раз в неделю это просто как манна небесная, потому что тяжело. Может быть, потом, когда мы раскрутимся, вам еще раз, пользуясь случаем, огромное спасибо за поддержку. Без вас ничего бы не было. Вот, но раз в неделю пока это наш максимум. Следующий вопрос от Ильи Максимовича. Пацаны, сделайте, пожалуйста, видос по поводу того, как ищете тачки и как понимаете, выгодно это или нет. Видоса конкретно отдельного не будет, но сейчас просто будет мега лайфхак, как мы реально ищем тачки. Есть один сервис, называется Турбопоиск. Его фишка, что он собирает объявления со всех площадок, Автору, Авито, Дром, Юла, в единое целое и показывает тебе. У них есть и сайты, приложения, и канал в Телеграме, и как сделал я. Например, делаем поиск Москва плюс один регион, хотя в основном мы делаем Москва и ближайшие регионы плюс 500 километров от Москвы. На данный момент от 45 до 300 тысяч рублей, марка любая, и самое главное, зазор, чтобы был от средней рыночной цены от 60 тысяч рублей. Это, конечно, не панацея, потом каждую тачку нужно в любом случае проверять самому, но с турбопоиском это делать реально удобнее. И прямо здесь же, когда ты уже нашел тачку, спрашиваешь у владельца госномер или ВИН-номер машины, и здесь же в приложении или в Телеграме просто пробиваешь на предмет скрутки, пробега, ограничения, залоги и так далее. Ссылка на сервис будет в описании по промокоду в проекте, 20% скидка на их услуги. Пользуйтесь, не благодарите. А лучше благодарите. Это все-таки лайфхак. Раз, два, три дырки, три самореза. И он так сплошной и сюда. И сюда поставить. Я нашел петельку, которая чуть-чуть, видишь, фиксируется. Ну, видимо, там что-то заедает. Вот эту сторону прошпаклевали, уже отшкурили. Сейчас еще чуть-чуть шпаклюем. Эта сторона выглядит более-менее нормально. Все в мире относительно, вот относительно той стороны, эта сторона выглядит хорошо. В идеале, как это делается, вот тут вот надо резать, все это вырезать, вваривать. Но, во-первых, на поинтер таких частей, ну, в Москве, по крайней мере, я что-то особо не нашел. Во-вторых, это намного дороже. В общем, одна сторона уже, получается, практически полностью готова, прошпаклевана, отшлифована, в общем, готова к покраске. Со второй стороной пока есть некоторые трудности, потому что там
сгнило настолько, что нужно прямо выводить вот эти все кантики, рисовать их. То есть их уже нету, и нужно их заново придумать относительно того, что было. И в целом все, машина уже, получается, второй день сейчас в сервисе. Мы сегодня доделаем, прошпаклюем и выведем все кантики на всех сторонах, то есть машина будет готова. Там еще аккумулятор поставили на зарядку, потому что каждый раз ее приходилось с бустера запускать, потому что аккумулятор сел просто в нулину, на тачке реально давно не ездили. И все, завтра, я думаю, это все дело высохнет, мы уже покрасим, и после этого завершающая часть машину будет, нужно будет по-любому помыть внутри в салоне. Реально мойка, может быть даже химчистка. Она настолько загажена, это просто кошмар. Но мы ее сделаем красоткой. Вот примерно вот так вот все это и выводится. Шпаклюется, выводится кантик, потом шлифуется, потом опять шпаклюется. И так пока не дойдем до идеального состояния. Сейчас вот примерно в таком виде оставляем машину. Приходим уже завтра, вешаем дверь. Вот она дверь. Внутрянку все тоже заменяем. Там дверную карту. Тут чуть-чуть красного, но этого за уплотнительными резинками видно не будет. И, собственно, проходимся антигравием. И машина приобретает абсолютно другой вид. И, естественно, после этого ее моем внутри. И если антигравий останется вот здесь вот, тоже вот это все дело его скроем. И тут сквозных дыр нету, но чуть-чуть есть такая ржавчина какая-то. Просто вид придадим и все. А почему оно так рывком делается или непонятно, да? Ну что, следующий день. Уже машина почти готова полностью к покраске. Все выведено, все линии, все узорчики. Так, ну эта сторона без изменений, я так понимаю, да. Основные все изменения тут. Уже красиво. Если антигравель вообще будет красиво. Да, антигравель делает вещи. Что там за красота такая? Смотри. Ну да. Я представляю, что будет антигравель. Самый редкий вид, но самый худший браконьер. Спорим, она в месяц себе в глотку револьвер. Спорим, что ты больше не покинешь этот сфер. Я играю с ее киской, детка, где твой кавалер? Я врубаю Daft Punk, она крутит мне план. Покидаем клуб, в руке сувеньон план. Отлип от ее губ, залипаю в экран. Я кидаю деньги в воздух, ты поймаешь их сам. Эй, детка, ты модель или подделка? Сейчас не важно, важно только что не целка. Все, антигравель готов. Теперь сохнет. Осталось вот на эту дверь перекинуть все внутренности с родной двери. И в целом все. Ну, естественно, поставить и выставить ее по зазорам. А это вообще точно стоило делать? Да, почему нет? Но она пока не высохла, выглядит не очень. Все, тачка готова. Но финальный вид пока не покажем, пока все не сделаем. Осталось еще несколько штришков. Все, не смотреть. Сколько с нас? Мы договорились. Ну давай чисто от нас еще чуть-чуть так. За хлоп. Все, спасибо, сдаюсь. Настал тот день и тот час, когда я могу с уверенностью сказать, тачка готова. Эй, корч на мне, ты в огне. Сотни тысяч на 2 JZ. Сотни раз бросал уже, сотни раз бросал УЗ. Покатал, покатал, это новый коленвал. Свою тачку вкинул лям. Тачка готова, мы сделали с ней все, что хотели, а именно пороги, арки. И самое главное, конечно же, салон. Он был в настолько отвратительном состоянии, но, ребята, мы ее отвезли на такую нормальную, можно сказать, полухимчистку, но по гуманной цене, там 700 рублей, еще раз, из бюджета. И теперь она выглядит реально как машина.
И осталось дело за малым, а именно продать и, конечно, навариться. А еще мы сделали даже больше, чем планировали. Чё? Мы еще и дверь сделали. Мы ее не планировали сделать. Это как бы Вышло само собой. сначала обосрались, а потом сделали. Ну ладно, косячок мы сделали не в цвет. Вообще не попали, абсолютно. Да не, серые. Нет, не попали. Я считаю, тут мы обосрались, и та дверь была бы намного лучше. Стеклоподъемники все еще фигачат. Они рандомно вот так опускаются, потом поднимаются. Но если заводить машину не с бустера, а нормально, ничего такого не происходит. Но это в целом никак абсолютно на езду не влияет, поэтому продаем, надеюсь. О, брат, мы едем тусой. Папа, попкорн вам в уши. Резины жопой кушай. Бро, я валю, как воробьев в тучах. Обнаружилось тут недоразумение маленькое. Все, это хорошо. Видишь? Есть одна очень хорошая новость. Мы уже выставили комплект колес, которые в сборе были на лете. И они уже ушли за 5000 рублей. Пятерочку в бюджет. Это значит, что пятнашка нам обошлась не в 55, а в 50. И у меня даже, знаешь, чуть-чуть совесть, что ли, проснулась, когда я сторговал 2 рубля за то, что на машине горел чек. И за то, что ее троило. Но с другой стороны, про это не сказали по телефону. И как бы 2 рубля не такие уж и деньги. Стало еще приятней и даже как-то спокойней, что мы на ней наваримся. Я вроде догадался. Ты хочешь тут сделать дырку, да? И туда. Красота? Дырки нет. Дырки нет. Это алюминиевая шайба. Он нагревается, нагревает пластик и входит в него. Это как арматура в бетоне получается. Так, у нас прибавление хороших новостей. Литые диски, которые мы выставили, буквально на следующий день их уже забрали. За 1400, там, 13 они радиусы, 1400 за все. Джбынь в бюджет. Ну а что, так по копеечке прибавляем. Уже начинаем красить, все зашпаклевали, все отшлифовали. Машина уже практически полностью готова на процентов так 80. Красим и по сути все забираем. Капот, получается, мы покрыли сначала просто антигравием, потом сверху еще черным глянцевым лаком. Не уверен насчет неколхозности этого решения,
Ну ладно, в этот раз делаем так. Посмотрю, как получится. Ну, возможно, в следующий раз мы так делать не будем. Все, в остальном машина уже практически полностью готова, все обклеено. Вон то крыло, оно матовое, уже его владелец прошлый покрыл просто черной матовой краской. Мы лаком покроем. И все, машинка уже будет иметь вид. Вот такая краска Космос 665. И вот такой вот лак. Все, машину полностью покрасили, в 2 слоя покрыли лаком. Теперь ждем 2 часа, пока это все высохнет. И все, выезжаем. Но я уже покажу финальный вид того, во что машина преобразилась уже после мойки. Сегодня она не уедет, машина хорошая, поэтому будем продавать не по, по первым ценам рынка, но не по самой первой цене. Нормально. Такая ляля. Вообще ничего не вылетает. Только скрипит, слышно? Во, вот сейчас слышно. Ну что, машина готова. С одной стороны, вид реально преобразился. То, что было до, и то, что я вижу сейчас. Машина, да, реально стала лучше. Хотя вот я вспоминаю 4-ку. И такое ощущение, что с 4-кой как будто или черный цвет так выглядит, или в этот раз у нас такой ремонт. Хотя в тот раз мы красили с краскопульта, а в этот раз с баллончика. Вид-то преобразился 100%. Вопрос насколько. То есть все равно вот я так смотрю, еще солнце светит. И под солнечными лучами такое ощущение, как будто мы немного не доработали. Вот видно, потек лак. Это первое. Вот еще одно место. Ровно с таким же косячком. Но вот так вот, если смотришь, да. Машина, конечно, хорошая. Только-только я, получается, выгнал машину из сервиса. Все уже просохло, кроме глянцевая черная краска. Вот она еще прям липкая. Как бы на нее не налипла всякая пыль. Я не знаю, что-то слишком рано мне ее отдали. И вот вопрос. Антигравий. Наносить его на капот или нет? Мне что-то кажется, что колхозно как-то, не знаю. Как-то, не знаю, наверное, в следующий раз так делать не будем. Манук настоял. Он очень любит антигравель. А мне что-то он не зашел. Возможно, кстати, мы даже сервис поменяем. Все-таки хочется, наверное, красить краскопультом, но именно в этом сервисе это получается дороговато. Школьники трубки все еще так и не берут, поэтому будем искать что-нибудь еще. Ждем покупателя, надеюсь, продадим. Подъехали уже, значит, господа, плохо говорящие по-русски, предложили 70 тысяч рублей, а я его выставил 109. Это в целом мы уже будем в плюсе, но я думаю, ее можно продать дороже. Хотя, конечно, 109 она не стоит. Антигравель уже, можно сказать, подсох. Поэтому как раз его помоем, вид будет еще лучше, и машину мы продадим еще дороже. Сейчас, значит, приехал покупатель смотреть машину, и по совместительству чисто случайно оказался нашим подписчиком. Не захотел сниматься и, собственно, брать машину, себе берет, но, ну да, она грустноватая по кузову, мы ее немножко сделали, но все равно даже не заводил, не захотел, камеры постеснялся, но еще раз всем большой привет, это было очень приятно. Ждем дальше. Ну что, все-таки получилось наконец помыть пятнашку. Данила, не знаю, Данила уезжал, я ее не мог помыть. Я заехал вчера с утра на 4 мойки, везде была очередь по 20 машин. И только вчера вечером я заехал на мойку, где тоже было машин 5 в очереди, я там минут 30 стоял. Но наконец мы помыли, и теперь у нас 2 тачки практически чистые. Мне кажется, мы к Мануку больше не поедем. Потеки здесь, вот сейчас мы машину помыли. Здесь он хреново заклеил, видишь, покрасил. Вот здесь вот косячок. Все потекло. Нет, как бы вид стал 100% лучше, но просто с косячками. Видишь, потек. Здесь. Видишь, как бы кантик есть, но насколько он хреново сделан.
Слушай, ну за десятку он ее облагородил. Ну, хреново. Ну, то есть уровень мастерства, конечно, у него далек от совершенства. Уже едет покупатель по пятнашке, ну как покупатель, пока едет смотреть. И такой же смотритель по поинтеру. Ты чувствуешь, у нас уже небольшой автопарк. Надо от них избавляться и покупать новые, потому что поинтер оказалось, ну я это и знал, не ликвид. Он стоит уже дня 4, наверное. По пятнашке я за нее вообще не переживаю. Ну, опять же, дорого выставил. Уйдет она, скорее всего, дешевле, но уйдет. Да, здравствуйте, какой подъезд там? Да? 8-й подъезд, я сейчас через 5 минут подъеду. Ко мне, кстати, едет покупатель из-за номеров. За 15 тысяч я сказал, продаю вместе с машиной. 100 тысяч рублей я пока им пообещал. Крыша не крашена, но по низу она вроде подкрашивалась. Ну, типа таких, да. Слева. Все, пятнашка уехала. Все, осталось продать поинтер. Данила где-то в 5 километрах от меня вроде как его продает. Что, поинтер? Это получилась самая долгая тачка, которая у нас продавалась после пятерки. Мы сначала выставили тачку за 89 тысяч, ну как бы амбициозно. Да ты сейчас сядешь за нее и поймешь, как коробка работает и как работает подвеска, и это, скорее всего, самое живое, что ты видел в последнее время. Не, люди приезжали. В сумме приехал, наверное, человек 20. Подъезжали, смотрели и уезжали, даже не заводили. Некоторые заводили, но что-то там думали туда-сюда. Потом мы решили снизить цену до 64 900, ну как бы все, распродажа. Я бы не сказал, что прям супер много стало звонков. Теория немного провалилась, и в итоге мы продали поинтер ночью. Вообще ничего не видно. Ну, так вот более-менее. Аккумулятор, да, он уже никакой, он потому что все это время стоял с обеими клеммами подключенными. Не, ее не ведет, я специально когда ехал, проверял, то есть руки отпускал, газовал, тормозил. На сколько договорились? На 40? Ой, на 53, короче. Все, 53. 53 500. Вообще-то, мне казалось, там должно быть сильно дороже. Продавал Данила и немножко, по-моему, не подрасчитал. Машина у нас стоила 30 тысяч рублей. 15 тысяч рублей работа и там вот эти все расходники. 3 рубля дверь, которую мы покрасили, которую Данила расхреначил. Ну. И 700 рублей мойка. Знаешь, сколько мы заработали? Ну, догадываюсь. 4800 рублей мы заработали, мать твою, с поинтера. Но у нас же есть вторая тачка, а она пятнашка. Изначально на ней номера были 505. Кто-то в комментариях про четырку писал, что номера 101, чувак, который купил, продавал их за 50 тысяч рублей. То есть кто-то написал, что их можно как бы продать отдельно. Я поэтому решил. Номера 505 тоже, по сути, зеркало. Для меня, честно, беспонтовое. Выставил за 15 тысяч рублей, чисто номера. И одно время тачку закинул. В Телеграме выставил. Мне пишет Телеграм. Человек говорит: как тебе срочно вообще? Я говорю, ну не срочно, я тачку тоже выставил, они как бы на машине стоят. И, ну, как бы продадутся, значит продадутся. Он говорит, а что за тачка? Я говорю, сейчас скину объявление. Скидываю объявление, короче. Он спрашивает, за сколько отдашь? Я говорю, ну давай так, чисто по-братски, 100 отдам. Он, короче, приезжает, смотрит и такой, пятнашку я, короче, отдаю племяннику, а номера себе на X5. Он приехал на X5. Короче, он хотел купить номера, а купил еще и тачку. Тачку я продал за 95 тысяч. Вот здесь сейчас будут скрины, и по поинтеру там были скрины, и все такое. Мы же как бы еще продали и резину. Они 5,5, да, у них вылез? Он подойдет. 5000 рублей мы продали резину и заработали больше, чем на поинтере со всем вот этим геморроем, с поездкой в Коломну, с пятнашки у нас 35 700 заработок и 4 800 с поинтера. В сумме с двух машин мы заработали 40 500 рублей. В сумме заработок нормальный. Нравится. Но, блин, поинтер я, конечно, знал, что он будет вообще максимально неликвидный, и ровно так оказалось. Больше такую тачку я не возьму. Да ладно, слушай, на самом деле, если, говорю, я не муданул, то с нее можно было бы больше снять, потому что это минус 3000 на за 3 рубля и чуть-чуть еще работа. Да. То есть, наверное, пятак. Да. То есть это получилось бы, наверное, десятка с поинтера, и уже было бы приятно. Но самый цимус ситуации на самом деле в том, что после продажи пипырки, как называет ее моя жена, типа чипырка и пипырка и поинтера, у нас в банке с учетом
всех расходов, все такое, 207 тысяч, по-моему, 900 рублей. Если я ошибся, вот здесь будет точный бюджет. Мы перевалили за вторую соточку. Пока мы идем достаточно долго, но я все-таки думаю, что моя теория подтвердится, что в самом начале нам тяжело достаточно, потому что прибыли маленькие, но потом, когда уже будут больше заработки, мы прям разгонимся и под конец просто улетим в небеса. На это я и надеюсь. Увидимся.